конечно, драма такая. У меня такой вот в жизни вообще никогда не было. Лилия, привет. Давай теперь о приятном. Как ты узнала в Женевце, тогда еще мало знакомым, что вот это будет твой муж, что это близкий тебе человек? Скажи, что ты помнишь. Я ехала из Женевы в Лозанну на поезде и вижу на платформе, сначала еще до того, как я зашла в поезд, вижу парня, который так, у него такие глазки очень шустренькие. Я прям подумала, блин, мне что-то это напоминает. Это из той книги «Из унесенных ветром». Вот Скарлетт ее провел там к Ретту какой-то человек с добрыми шустрыми глазами. И вот именно вот такие глаза у моего мужа. И я его увидела и подумала, блин, симпатичный парень, боже мой, как он мне нравится. И, короче, я села прямо напротив него. Я плохо говорила по-французски, но достаточно, чтобы сказать то, что вот я хотела сказать. Я ему говорю, вы знаете, я книжку забыла, и мне скучно. Давайте поговорим. А он наушники вынимает, говорит, ну, я музыку слушаю. Я говорю, вы потом послушайте вашу музыку. Говорю, давайте поговорим. Ну, ладно, если хотите. Вот. Я говорю, вы случайно не голубой? Он такой, нет, а что? Я говорю, ничего, говорю. А у вас, случайно, говорю, девушки нет? Он говорит, нет, а что? Я говорю, да ничего. Я говорю, давайте поговорим, как вас зовут? В общем, короче, для меня было главных два вопроса. Если голубой, то я не буду его кадрить. А если он не голубых кровей, и если он один, то почему нет? Как бы я его один раз увидела, и мне даже стыдно не будет, что я там с кем-то поговорила. И он, конечно, потом мне сказал, что я, конечно, понял, что ты меня кадришь, естественно. А что ты не сбежал, говорю, это так вообще внедрение в твое личное пространство. Он говорит, ну, ты знаешь, это было так смешно, что мне просто было приятно. Ну, его это не испугало. Я у него начала спрашивать, что вы делаете в Женеве, почему вы едете в Лозанну. Он мне говорит, что я учусь в Лозанне, родители у меня в Женеве. А я вот в Женеву ездила раз в неделю к ученикам. И вот так получилось, что мы по воскресеньям могли бы встретиться. И он следующие 2 недели, он ездил в это же время с этой же платформы и пытался меня увидеть. Вот. Но в итоге я в другое время потом ездила. Проблема была в том, что он не спросил мой номер. И я так расстроилась, как бы, ну, подумала, ну, нет, так, ну, что поделаешь, значит, не понравилось, если не спросил. А потом, значит, его подружка из высшей школы, в которой он учился, там была эта школа театра, он на актера учился, вот, и она позвонила, как бы она узнала эту историю, он ей сказал, что я не спросил номер, и это сейчас моя подружка, на самом деле, Зоя ее зовут. Она позвонила в консерваторию Лозаннскую и сказала, что она познакомилась с девушкой Лилией, которая играет на скрипке. И она хотела меня пригласить на какой-то спектакль, и, к сожалению, у нее украли телефон. И поэтому телефон Лили потерялся. Вот. Короче, в Лозаннской консерватории в эту историю поверили, дали ей мой телефон. И, собственно, мне мой муж пишет сообщение. Привет, я с поезда, чувак. Как ты насчет того, чтобы выпить там, вместе чего-нибудь? Я так думаю, как ты меня нашел? Ну, так вот. Короче, вот. И, в общем, мы встретились с ним, и уже тогда было понятно, что мы на одной волне. Просто сразу было понятно. Я музыкант, да, он актер, и мы оба артисты. Просто сразу было понятно, что вау, мы как-то друг другу подходим. Хотя, конечно, у нас много различий, но вот что я называю на одной волне. Вот как-то было, мы все время вместе смеялись. Мы все время ржали. Вообще вот для меня это на самом деле важно очень. Когда тебе есть чем человеком посмеяться, то значит у вас с ним вот вы на одной волне. И на нашем первом свидании, когда мы уже после поезда первый раз встретились, вот это я поняла. Ну, короче, мы с ним встретились, и я начала ему рассказывать про русскую культуру. Говорю, ты знаешь, что такое борщ? Он говорит, нет. Я говорю, как ты не знаешь? Ну, точнее, он знал, что такое борщ, но никогда не пробовал. Как ты не знаешь, что такое борщ? Вообще, возмутительно, говорю, ты должен попробовать борщ, говорю, давай тебе, говорю, приходи завтра ко мне, там, или, не знаю, в какой-то день мы назначили, я тебе приготовлю борщ, блины, говорю, приготовлю тебе, чтобы ты русскую культуру понял. Ну, путь к сердцу мужчины, понятно. Молодец, вы просто, я аплодирую. И, в общем, он пришел ко мне домой, мы покушали борща, того дня закрутилась, и через 2 месяца я ему сказала, на всякий случай тебя спрошу, я делала CAS, Certificate of Advanced Studies, который стоит 6 тысяч франков в год. Но я как-то сказала через 2 месяца мужу, говорю, если у меня будет проблема с моей учебой, допустим, там, мне не продлят, говорю, ты сможешь на мне жениться? Он так, да. Через 2 месяца, мы с ним 2 месяца были вместе, я думаю, блин, я бы на его месте, может, и сбежала бы. Вот. Но он сказал, да. Но я потом в итоге к этому разговору просто не возвращалась, потому что мне это было не надо. Я просто проверила, если что, он готов мне помочь.
Поэтому все, и отношения развивались, продолжались. Он меня через 1,5 месяца познакомил с родителями. То Мгм. есть он на самом деле меня спросил так, говорит: ты когда хочешь познакомиться с моими родителями? Буквально через 2 недели меня спросил. И это было какое? Это было 17 декабря. Я причем помню, потому что мы были у моей подружки в гостях. Говорит: когда ты хочешь познакомиться? Я говорю: давай после Нового года еще поговорим об этом. И в конце января мы поехали к его родителям знакомиться. И я, конечно, купила такой красивый букет цветов. Я купила Мгм. очень дорогое вино, прям сильно Мгм. дорогое вино. И потом мой муж меня потом спросил, говорит: зачем ты такое дорогое вино купила? Я говорю: ну, потому Мгм. что для меня это важно. Говорит: ты понимаешь, такое вино надо дарить, когда тебе кто-то сделал очень какую-то там услугу оказал, да? Вот, то есть вино было типа за 70 франков. Для Швейцарии недорого. Для Швейцарии недорого, но они, когда ходят в гости, они просто Мгм. приносят вино там за 25 франков, да? Хорошо. Вот, ну 30, окей. Но я Мгм. принесла прям, я выбрала подороже. Но родители как восприняли это дорогое вино? Так, собственно, мой муж, это его папа ему сказал: а что ты на такое дорогое вино принесла? А, то есть Вот. они заподозрили, что ты уже беременна или что? Как это вообще? Не, ну я бы не стала его пить, если бы, если бы Ну, я была. кстати, да, 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 да. Тем более я забеременела через 6 лет после того, как мы с ним познакомились. Мы А, не планировали детей. м, Мой муж, он долго был один, мгм. поэтому они были очень рады, что наконец-то у него кто-то появился. Вот. И тем более, что, к счастью, они очень открытые люди. У них, у его другого сына, у него его жена француженка, у другого сына, их 4 детей в семье, у другого сына девушка его была из Греции. То есть они как бы были готовы к тому, что у сына может быть иностранка же девушка. Мгм. И, в принципе, они меня очень хорошо приняли. Но потом уже мама мне сказала, говорит: я когда тебя увидела, ты была такой худой, как скелет. Но это правда, я тогда очень страдала. Это еще были тогда как раз вот эти вот и оскорбления, там, и в полицию поход, да, вот все вот это вот, оно еще было свежо. И я, когда у меня очень тяжелый период, я не ем. И тогда еще у меня была такая идея, что я хочу быть сыроедкой. Я занималась сыроедением в течение, наверное, 2 лет, я так думаю. И это как раз вот было начало моего сыроедческого периода. И мой муж просто меня попросил, говорит: ты можешь им сказать, что ты вегетарианка, иначе им сложно будет что-то тебе предложить. И я говорю: конечно, да-да-да, там в гостях я не буду мучить родителей своего мужа, чтобы они там специально для меня выпрыгивали из штанов, делали сыроедческое меню. А как вообще прошло знакомство с родителями? Что они тебя спрашивали? Были ли какие-то правила невидимого этикета, которые тебе заранее там муж сказал, как себя вести? Я не помню, чтобы он мне что-то говорил особенное. Я просто почувствовала, что надо быть собой. Я рассказывала то, что, в принципе, на самом деле есть, что я вот учусь в Лозаннской консерватории, называется Хохшуле, это высшая Мгм. школа музыки. Я тогда училась у очень престижного педагога Пьера М. Муаль, он ученик Яши Хейфица. Яша Хейфиц – это один из самых известных скрипачей современности, вот, он уже Мгм. умер. Папа моего мужа, он очень большой меломан, он как бы знает как бы, А, эти фамилии. мгм. Поэтому он сразу же так: ты учишься у Пьера Муяля? Вау, ну это очень престижно. Я просто говорила правду на самом деле. Мгм. Вот. Мгм. Но я, естественно, говорила что-то, что может их впечатлить. Да. В принципе, очень хорошо прошла встреча, кроме того, что я плохо говорила по-французски. Вот. Я М. тогда переходила на английский. Но они по-английски понимали. Да, 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 да. Мой муж М. плохо по-английски понимает, поэтому с ним я только по-французски могу, а его Мгм. родители по-английски понимают отлично. И насколько мнение его родителей было важным для ваших отношений? Ну, я думаю, что даже если бы я им не понравилась, это значит, я неадекватна. М. То есть мой муж бы все равно меня в какой-то момент бы оставил, мне М. кажется. Вот. Мгм. Но если я им понравилась, значит, они, как бы, будучи адекватными людьми, оценили меня как тоже адекватного человека. А Вот. когда ты стала своей, вообще был такой момент, что ты почувствовал, все, я для его родителей просто часть семьи? Я думаю, когда я забеременела. Но это не шло от его родителей, это шло от меня. Потому что я все время думала, что я все-таки не часть кровной семьи. И мне казалось, что кровной я стану только когда у меня будет ребенок с их Мгм. генами. Ну, Мгм. это вот как бы мое ощущение было. Но они всегда со мной вели себя так, чтобы я чувствовала себя частью семьи. Мне так повезло с семьей мужа. Очень Мгм. повезло. Здорово. А вот свадьба швейцарская, насколько она отличается от того, что нам привычно? Были ли
какие-то удивления? Мы когда женились, у нас было плохо с деньгами, поэтому у нас даже колец не было. Мы браслетами обменялись. И я даже буквально там за день до этого я нашла платье. Цветочек такой. Ну, очень красивое, но не сказать, чтобы прям свадебное. Он просто купил себе красивый пиджак. Свадьба была на самом деле просто церемония. Потом мы все вместе пошли в ресторан, и ресторан оплатили родители. И это единственный был их вклад. Там было человек 10 на свадьбе. Не так много, потому что это было летом, все разъехались. На самом деле, я человек такой очень веселый, и я говорю мужу: слушай, а давай сделаем шуточную свадьбу. Я оденусь как мужчина, а ты оденешься как женщина. Вот. А мой муж, который актер, он вообще на все, в принципе, может пойти. Класс, Ты да. знаешь, я не против. Он говорит, я не против. Но ты понимаешь, говорит, мои родители, они все-таки платят за ресторан. И мне кажется, они все-таки, будучи немножечко более консервативными людьми, чем мы, они это не поймут. И что мне понравилось, это то, что на свадьбе, вот когда женщина нас объявляла мужем и женой, она спрашивала, есть ли у нас контракт, вот, что если у нас нет контракта, то у нас такие-то, такие-то права. Но это было не высокопарно. Вот то, что мне понравилось, то, что она даже позволяла себе какие-то шуточки. Я помню, на какой-то фотографии мы с мужем такие вот смеемся над тем, что она какую-то шуточку отпустила. Вот. И вот это мне понравилось, что не было вот этой вот такой торжественности, высокопарности, которую я не очень люблю. Я люблю, чтобы все было вот как-то так, это, ну, по-свойски. Но я хотела рассказать про то, как мы подавали документы. Да? Это было вообще смешно. Мы, значит, пришли не туда, отстояли очередь, нам сказали, а вы не туда пришли, идите в другое место. Мы в итоге руки в ноги побежали, значит, в другой район, потому что, как оказалось, мы не можем жениться в Женеве, потому что он из, так скажем, Подженевья. Есть Москва, есть Подмосковье. Вот он из Подженевья. Мы должны идти в другой ЗАГС, мэрию, там это в мэрии все происходит. Короче, мы туда прибежали, запыхались просто за 3 минуты до закрытия. Мы приходим, и я понимаю, что так, мне сейчас надо будет речь сказать. Но тут вдруг мой муж приходит и говорит, мы хотим пожениться. Они такие, ой, а мы закрываемся. Пожалуйста, вот буквально запишите нас, а потом это скажете. Вот, они нас записали, но они сказали приехать в другой день. Тогда они закрывались, они не могли там целую процедуру назначить. То есть эта процедура 30 минут, заполнение документов, какое-то интервью. Они говорят, приезжайте вот в такого-то числа, в такое-то время. И мы вот тогда уже приехали. И там вот полчаса нас расспрашивали, потому что любые браки швейцарца с не швейцарцем, с не швейцаркой там, или наоборот, да, они должны по ощущениям проверить, нет ли тут фиктивности. Договоренности. Да. Вот. Мы об этом не знали, и мы, короче, отвечали как попало. То есть они говорят, а сколько вы уже вместе? Он такой, 1,5-2 года. Я говорю, какие 1,5-2 года? Говорю, мы год и 3 месяца вместе. Говорю, какие 1,5-2 года, дорогой мой? И, короче, мы что-то начали спорить. То есть сразу понятно, что реально вместе люди, потому что они что-то начали там это... Вот. Говорит, да, ты права. Права, дорогая. Вот, дорогая, ты всегда права. Потом, значит, надо было какие-то числа поставить, что они говорят, дата рождения. А я поставила сегодняшнюю дату. И даю, значит, ему документ, чтобы он тоже поставил дату рождения свою. И он такой, Лиля, а ты что, сегодня родилась? Ой, я такая красная сижу, они такие, ой, вы не волнуйтесь. Они ему объясняют, вы не волнуйтесь, она просто очень нервничает. Короче, мы вышли оттуда, я поняла, что я чувствую себя, полной дурочкой, конечно. Но в итоге документы приняли, все в порядке. Они поняли, главное, что они поняли, что мы на самом деле вместе. Потому что там такой бардак мы устроили. Потому что если бы это был фиктивный брак, то люди пришли бы подготовленные, на все вопросы бы отвечали вместе. Абсолютно одинаковая информация. Вот, они были бы готовы к любому повороту событий. Понятно. То есть, если у кого-то договорняк, не готовьтесь. Да, если договорняк, это будет видно, мне кажется. Вот, что они спрашивали? Какие-то там любимый цвет или любимое блюдо? Они спросили, где мы познакомились, и спросили, сколько мы уже вместе. У них обязательный вопрос, живем ли мы вместе. А мы еще тогда не жили вместе, но мы сказали, что мы живем вместе, но у нас еще пока не один адрес, потому что я еще не полностью к нему переехала. Но когда женятся люди, они обязаны иметь один адрес. Поэтому в какой-то момент перед свадьбой я должна была поменять свой адрес на его. Но в этом не было проблемы, потому что в любом случае мы вместе просто ездили друг к другу. А к вам потом приходили, проверяли, что вы действительно живете вместе? Ну, слава богу. Да, слава богу, я слышала истории, когда приходят проверять, сколько зубных щеток там, да. Нет, к нам никогда не приходили. Ну, хорошо. Видимо, мы на свадьбе очень их убедили, что это было точно.
когда нас объявили мужем и женой, меня стали все поздравлять. Я такая, да, я же Да, теперь, у меня другая фамилия. да. Вот, я просто не поняла, не осознала прям Мгм. сразу, что я же поменяла фамилию, там, конечно, документы надо еще все менять. Мгм, мгм. Это тяжело, на самом деле, потому что у меня еще был российский паспорт, надо в Россию ехать, все переводить, наши свидетельства о браке переводить, плюс перевод должен быть нотариально заверенный. Короче, там очень много сложностей с этим, фамилию поменять. Но я в итоге все равно сменила фамилию, я ни о чем не жалею, но в тот момент я еще не осознала о том, что я же теперь мадам Лю. Вау! Мгм. Ну, а как ты себя ощутила такой более европейской такой женщиной или как? Ты знаешь, мне кажется, я, в принципе, из России уехала, потому что я не чувствовала, что у меня менталитет российский. Я была несчастна с тем менталитетом, который там. Моя мама, она мне с самого детства говорила, что мне и моей сестре, девочки, вы должны уметь сами себя содержать. Всегда. М. И я этот урок усвоила, поэтому всегда, даже в России, ходя на свидание, я всегда платила за себя сама. Я никому не позволяла за себя, Как? потому что я всегда считала, что если за тебя кто-то заплатит, то ты ему что-то должен. А я хотела иметь выбор. Если мне человек понравится, то я продолжаю. А если мне человек не понравится, то с меня и взятки гладкие, я сама за себя заплатила. Ну, это очень по-швейцарски. Швейцарские женщины, они многие так поступают. Да, 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 Да. да. И здесь тоже, я помню, даже некоторые швейцарские мужчины, приглашая меня на свидание, пытались за меня заплатить. Нет, я всегда плачу за себя сама, поэтому, пожалуйста, даже не думай. А так швейцарцы, они всегда предлагают заплатить, да, на свидание? Или было такое, что, ну, давай 50 на 50, или там, давай ты сейчас, а я на следующем. Вот такое Вот было? скорее так. Давай, я Мгм. сейчас заплачу, а ты на следующий. Мгм. Продолжая тему денег, у вас брачный контракт был? Дело в том, что мы когда женились, мы оба были очень бедные. Он из обеспеченной семьи, но сам-то он бедный. У нас когда спросили, будете контракт составлять? Вот, мы когда услышали цену, сколько стоит составить контракт, мы сказали, нет. Сколько стоит? Все вместе стоит 600 франков. То есть надо Мгм. сходить к юристу, надо там не одно рандеву, там надо несколько раз сходить, потому что тебе дают какие-то варианты, ты должен там сделать правки, вот послать юристу, он там должен их проверить. Короче, это все очень долгий процесс и Мгм. дорогой. Мгм. Вот, и мы Мгм. когда услышали, я и так все свои сбережения потратила на то, чтобы съездить в Россию, там все справки взять, паспорт, копия заверенная и перевод сертифицированного переводчика, которого я здесь нашла. Это 400 франков мне стоило только перевести паспорт. Потом надо было съездить в Россию, переводить там документы. Некоторые документы не нужен был сертифицированный переводчик, но перевод должен быть заверенный, да, Мгм. вот, то есть у нотариуса в Москве я заверяла, и, короче, все это Мгм. было 1600 франков. То есть Ого. вместе с переездами Москва-Женева, Мгм. Москва-Женева, вот, с этими сертифицированными переводчиками, ну вот на паспорт на один я потратила 400 франков. Когда я подумала, что мне еще 600 франков, когда, будучи студенткой, я должна была еще 600 франков платить за контракт, Мгм. я подумала, что нафиг надо. Вот, как-нибудь сами разберемся. Плюс я все-таки чувствовала, что мой муж, он добрый. Он не станет специально палки в колеса вставлять. И когда у нас была проблема, был один раз, когда мы говорили про развод, он говорил мне всегда, делай, что хочешь, я все подпишу. Я думаю, что если вдруг что-то произойдет, мы договоримся. Контракт, я не думаю, что нам нужен. Но опять-таки, никогда не знаешь, мало ли. Что было такого страшного и острого, острый конфликт, из-за которого вы уже прямо поговаривали о разводе? Ну, тогда у нас была проблема в том, что работала я. Мгм. 4 года назад мой муж уже работал, да, но у него было всего 20%. Он зарабатывал очень мало. Мы жили в Женеве, а я работала в Биле. И в какой-то момент мне просто это было уже слишком сложно, потому что Женева-Биль — это только на поезде 1,5 часа. И плюс мы жили не прямо в центре, то есть это еще 45 минут, ну, окей, 35 минут до Мгм. вокзала, потом 1,5 часа ты едешь на поезде, и еще потом ты от поезда там куда-то там едешь на репетицию. То есть я в итоге выезжала, чтобы попасть на репетицию в 9:30, я выезжала в 6 утра. В какой-то момент мне уже начало это бесить. И я ему все время напоминала, что надо подумать о переезде в Виль, может быть, ты там лучшую работу найдешь. И в какой-то момент я просто сказала, что либо мы переезжаем, либо я переезжаю без тебя. Но было тяжело, потому что у нас же ребенок уже тогда был 6 лет, а ему тогда было 2 годика. То есть я думаю, что это было бы невозможно, чтобы мы жили в разных городах. Потому что здесь, если есть ребенок,
то родители все-таки должны быть не очень далеко друг от друга, потому что вот эта логистика вся, у него же садик тогда будет в одном городе, а тогда, получается, должен быть садик в другом. Да, да. Это все было бы очень тяжело. Я думаю, что мне не удалось бы переехать прям без него куда-то. Мгм. И, короче, тогда мы начали говорить про развод. Он мне сказал, делай, что хочешь, я все подпишу. Но я чувствовала, что он очень страдает. Именно из-за того, что я увидела, насколько он был в депрессии, я М. поняла, что я не могу ему такое сделать. Ну и как вы все-таки разрешили этот момент? Он начал смотреть квартиры в Билле. И М. он понял, что, оказывается, в Билле там квартиры в 3 раза дешевле. Во. Вау! И он все равно может ездить в Женеву 1 раз в неделю, когда он там ездил, и может спокойно себе работать в Женеве, живя в Билле, в 3 Мгм. раза более дешевой квартире. И, короче, мы нашли квартиру за цену, которая меньше, чем в Женеве можно было бы снять студию. А наша квартира – это квартира с 3 спальнями, с огромной гостиной. Мгм. Вот, то есть нам очень еще и повезло к тому же. То есть мы платим какую-то смешную цену за такую огромную квартиру. Расскажи, смешная это какая? 1300 франков мы платим. Да ты что? Да. У нас трехкомнатная за 1300. А, И ну, это деревня. Ну да, но Биль, сейчас он дорожает немножечко, но тогда, когда мы сюда переехали, чуть-чуть больше 3 лет назад, еще были цены какие-то такие более-менее. Ну да, да. Нам еще и повезло к тому же. Просто так получилось, что нас выбрали. То есть там было несколько досье, но Кантан, когда я пошла смотреть квартиру, он не мог, он в этот момент работал. Вот он говорит, сделай все, чтобы нам дали именно эту квартиру. И я, короче, того чувака, который показывал квартиру, я начала ему рассказывать: вы знаете, у нас ребеночек такой хороший, а я музыкант, а я тут работаю вот в этом оркестре. А этот оркестр здесь в Билле считается, ну, если ты работаешь в оркестре, ты реально крутой музыкант. Мгм. Вот. Но это, в принципе, так, потому что в оркестре сложно место выиграть. Вот. Мгм. В общем, я просто все сделала, вот весь свой шарм использовала, чтобы только вот ему понравилось наше досье. И он мне сказал, у нас еще несколько претендентов, но мне кажется, что ваше досье подходит. Он как-то так Класс. сказал, и я поняла, что да, у нас есть шанс. И Мгм. действительно, у них было несколько досье, но в итоге они выбрали нас. И мне кажется, я смогла донести до него, что нам это реально очень нужно, и мы Мгм. хорошие люди. Мгм. И то, что у вас ребенок есть, это не стало минусом, да, что типа все испачкает там и так далее. Нет. Я, наоборот, Хорошо. это как плюс говорила. Вот мы М. семья, вот у нас ребенок такой хороший, такой хорошо воспитанный. Мгм. Правда это Мгм. или нет, это уже не важно. Продолжая денежную тему, семейный бюджет у вас общий, раздельный, какая-то гибридная модель? У меня есть счет, у него есть счет. И я плачу все фактуры, все счета, и он мне ровно половину возвращает. И я уже давно говорю, давай сделаем общий счет. Мгм. И он уже там смотрел, как, в каком банке там. Но в итоге мы просто до этого руки не дошли. Чтобы с Мгм. общего счета платить, во-первых, бэбиситеру, няне, которая приходит, Мгм. во-вторых, платить за школу. Вот, то есть мы за школу не платим, но платим за Мгм. продленку. Вот, за продленку, какие-то счета там за электричество, например. Вот эти все счета должны уходить с общего счета. Но, Мгм. к сожалению, мы его так и не открыли. И в М. итоге я думаю, ну, мы так уже живем с раздельными счетами, уже сколько мы вместе, мы почти, скоро будет 13 лет, как мы вместе. И мы, в принципе, может, и не надо. Хорошо, значит, с бюджетом тогда, получается, разобрались. Подожди, у тебя же муж 20% всего лишь работает, то есть ему 50%, Работал. а сейчас уже лучше, да? Сейчас, когда мы приехали в Биль, Ага. он начал искать работу по его специальности. Как я говорила, он учился на актера, но в ковид очень было сложно. Все отменялось, у него вообще не Мгм. было работы. Поэтому он немножечко поменял ориентацию, он сейчас работает с детьми в продленке. И также он работал в Женеве, только на 20%. Здесь он сейчас работает на 60%. Уже около 2 лет он приносит нормальные деньги. Потому что до этого я уже чувствовала, что содержать семью одной, я уже начала влезать в долги. В какой-то момент сказала, что надо, чтобы ты увеличил свой процент. И он за 2 месяца нашел работу, на которую ему сначала дали 40%, через полгода ему увеличили до 50%, а потом еще через год до 60%. То есть сейчас он М. работает на 60%, и Мгм. это, в принципе, нас обоих устраивает, потому что, во-первых, у него все-таки есть время на сына, а во-вторых, он не так сильно устает. И плюс Биль, все-таки наш город, он довольно все-таки дешевый. А вот какой он как папа, насколько он строгий, ты как смотришь на воспитание и как твой муж смотрит на воспитание? Мы не всегда согласны, но все-таки мы стараемся, чтобы наш сын не чувствовал, что родители не всегда на одной волне в вопросах воспитания. И вот недавно я поняла, что очень многие проблемы идут от того, что я слишком избаловала нашего сына. Когда я об этом сказала своему мужу, он говорит,
Да. А ты только заметила? Я говорю, а почему ты мне не сказал? Он говорит, я тебе говорю. А я не то чтобы не слушаю, я просто думаю, ну, он что-то ноет там и ноет. А на самом деле он говорит просто то, что он видит. А он М. видит то, что я своему сыну почти каждую неделю покупаю новые игрушки. Это нельзя. Он видит, что я ему все разрешаю. Это нельзя. То есть надо М. все-таки, чтобы был какой-то кадр. Вот. Мгм. А мой муж, он в этом смысле невероятно, у него чувство, вот как работать с детьми. Вот он же работает с детьми как раз Мгм. примерно вот возраста вот Марюсика, нашего сына. Он настолько хорошо это чувствует, как надо сказать, как надо с ним себя повести, чтобы Мгм. Марюсик не почувствовал себя травмированным, чтобы он не почувствовал при этом, что ему все можно. То есть всё М. вот это вот, это для меня это темный лес. И я ему говорю, дорогой, тогда ты будешь моим ориентиром. Он согласился, и с тех пор как-то мы более на одной волне, я стала более строгой, Мгм. Марюсик стал более недовольным. Наоборот, для нас это лучше, потому что таким образом я перестала тратить деньги на постоянные подарки для Марюсика, и я перестала ему разрешать то, что мне приносит дискомфорт в том плане, что вот я хочу пойти туда, и я бросаю все свои дела и иду с ним туда. То, что мой муж мне говорит, ты все-таки думай больше о себе, чем о сыне, потому что ты взрослый, ты ответственный, ты должна Мгм. решать. Мгм. Сын, он может тебе сказать, что он хочет, но в итоге решаешь все-таки ты, потому что у тебя ответственность перед ним. Не у него перед тобой, а у тебя перед ним. Поэтому ты должна решать, как будет лучше для вас обоих. Интересно. Есть такой миф, что немецкие швейцарцы, они вот про порядок, про план, а вот французская Швейцария, она такая более хаотичная, там разберемся по ходу. Твой муж в других бытовых вещах ближе к французской части или это к немецкой? Я бы сказала, что он не любит бардак, Мгм. но и убираться он тоже не любит. Во-первых, он любит быть вовремя. В этом смысле он, как все швейцарцы, любит быть вовремя. Мгм. Во-вторых, он сортирует мусор. Мы вместе сортируем мусор. То есть все-таки он швейцарец. Но вот эта его бардачность, она немножко сбивает с толку. То есть я не знаю, может быть, это просто он как человек такой. А вот насколько мужу важно чувствовать себя главой семьи? А он и не глава. Ему это психологически легко дается? Я очень чувствительный человек, и я очень чувствительна к эмоциям других. И я поэтому всегда пытаюсь увидеть его реакцию на какие-то свои решения. И зная, что любому человеку, мужчине, женщине, важно, чтобы их мнение спрашивали, я всегда, когда что-то хочу начать новое, я всегда спрашиваю его совета. Так, и если он не согласен, то что? Ну, тогда начинается диалог. Но обычно он всегда говорит, как ты видишь эту ситуацию, вот так и делай. Допустим, когда я начала свой собственный проект, я, Мгм. конечно, с ним посоветовалась, но так как я все-таки этот проект буду делать на свои деньги, да, и я свое время буду в него вкладывать, он говорит, я не смогу тебе помочь как бы деньгами и временем, но Мгм. если тебе этот проект нравится, то я, конечно, тебя поддержу. И он вот в моем проекте, он является президентом ассоциации, которую создала. Вот. О, Он мне не помогает ничего, но он ставит свою подпись на документах. а почему это важно? Потому что если бы я была президентом своей ассоциации, то я не могла бы в ней участвовать в концертах, которые мы организовываем. А, Вот. То есть я могла бы участвовать, но я не имела бы права себе платить. хорошо, Лиля, давай подведем итог. Назови, пожалуйста, 3 плюса мужа франкофона. Но один из плюсов моего мужа – это то, что Мгм. он не говорит по-английски, поэтому мне пришлось выучить французский. И, в общем-то, неплохо выучила. Да, да, замечательно. Потому что это правда, что французские швейцарцы, они хуже владеют языками, чем немецкие швейцарцы. М. Это, к сожалению, так. Конечно, есть исключения. У меня есть подружка, которая говорит на 5 языках, она же Мгм. родилась и выросла в Женеве. Но это скорее исключение, чем правило. Да, да. Это Хорошо. Второй плюс. Ну, я могу только говорить про плюсы своего мужа. Мгм. Вот у него логика развитая. Мне это нравится, потому что по любому поводу можно спросить совета. И он Мгм. даст адекватный совет. То есть у него как бы есть эта рациональная черта, как у немецких швейцарцев, такой микс французского и немецкого. Вот. Так, и третий плюс. А третий плюс – это то, что он потрясающий папа. И не балует. И И не не балует. балует, но при Да. этом сын его любит очень. Для меня это важно, чтобы, во-первых, папа проводил много времени с сыном, а Мгм. во-вторых, чтобы сын чувствовал себя все-таки между папой и мамой как бы в защищенности. А теперь 3 скрытых минуса, которые ты узнала только в браке. Один из минусов был то, что я узнала, что он до сих пор ему родители помогают финансово. У. Меня это так бесило, потому что я с 20 лет сама как бы себя содержу, Мгм. и зная, что моему мужу 26 лет, ему до сих пор страховку платят его родители,
Меня это бесило просто. А это такое бывает. Это, допустим, до 25 лет здесь родители обязаны содержать своих детей. Особенно если дети на учебе. То есть вот у моей подружки, у нее дочке сейчас 23, М. и эта дочка, они практически не общаются, но моя подруга обязана ей оплачивать там какие-то вещи, потому По что она закону? обязана по закону, да. О, до 25. Да. Так, будем готовы. Да. У нас до 18, а здесь до 25. Да, да. Второй минус был то, что он ужасно бардачный. Швейцарец тоже мне. Тоже мне, да. Вот. А еще минус, он не хотел работать. Жена работает, родители помогают. Чего это напрягаться? Напрягаться. В какой-то момент я от него ушла, я на 3 месяца сняла квартиру где-то еще. И я приезжала, то есть мы были еще вместе, но я Мгм. уже как бы эмоционально была готова от него уйти, потому что меня вот М. это вот бесила ситуация, что он вообще ничего не делает, вообще безинициативный. То есть это было такое, да, где-то, может, год или полтора, вот был такой период, когда он ничего не хотел. Но это что-то, что встречается в франкоговорящей Швейцарии или нет? Просто в немецкой Швейцарии есть такие вечные дети, которые до сих пор живут с родителями и так далее. Но у нас тоже это встречается. Да, Казалось. и я так удивилась, потому что я еще как бы как студентка начала работать. Здесь они где-то до 30 лет, не пойми что, практикум и так далее. Вот, меня это бесило. Интересно. Так, самая опасная ошибка женщины с франкофонным швейцарцем. Думаю, что если женщина думает, что она выйдет замуж, и он ее будет содержать всю жизнь, это неправда. Кому брак с таким швейцарцем точно не подойдет? Но ко всему же можно привыкнуть. Я думаю, что если женщина именно хочет жить в Швейцарии, то она может подстроиться. Поэтому Мгм. сложно сказать. Один совет девушкам, которые мечтают о браке со швейцарцем-франкофоном. Учите французский. Лилия, спасибо большое за искренность. Под конец блиц-вопросы. Отвечай быстро и не задумываясь. Брак с франкофонным швейцарцем – это эмоции или стабильность? Оба. Общий бюджет или раздельный? Раздельный. Страсть или партнерство? Оба. Цветы или практичность? Практичность. И одно слово про франкофонного швейцарца. Симпатичный. Симпатично. Отлично. Спасибо тебе большое, Лилия.